Искусственный интеллект. Кажется, об этом сейчас говорят просто везде. И главный страх, который я слышу, это AI убьет YouTube, он заменит всех авторов. И какой смысл сейчас начинать, если АИшка все равно сделает это лучше тебя? Так вот, если вы поймете 3 ключевые вещи, это какие есть инструменты, какие нас ждут тренды и какая у вас должна быть стратегия, то вы не просто проиграете, а поймете, что сейчас, наверное, самое лучшее время, чтобы начать. Я инженер по автоматике, и в свое время, когда я начинал этот канал, я сам очень часто задавался этим вопросом. Зачем мне начинать этот YouTube канал? То есть у меня должно было быть все логично и просто. То есть, не знаю, 40 ответов почему за и 40 ответов почему против. Слушайте, и мне кажется, я разобрался. Я постараюсь вам доказать, что AI это просто такой себе, как я это назвал, новый Excel. Он не убивает вашу профессию, он убивает рутину в вашей профессии. И именно поэтому ваша душевность, ваша личная история становится как бы главным активом на этой платформе, да, на платформе YouTube. Сейчас можно наблюдать 2 такие крайности. Первая это страх, AI нас всех заменит, нам всем капздец, все, мы все умрем. И вторая это такая слепая вера, все, сейчас я с помощью АИшечки сделаю канал, нажму 2 кнопки, и AI сделает меня миллионером. И первое и второе это такое себе немножко преувеличение. Правда, как обычно, где-то посерединочке. Вам не нужно быть AI-экспертом, да, и я как бы не особо пытаюсь им быть. Вот, вам нужно к этому всему подходить с холодной головой, то есть очень прагматично, как инженер. Поэтому я сейчас вам покажу, как именно я к этому подхожу. Так что вот наш план. Видео состоит из 3 частей, прямо как в названии. Сначала мы поговорим про инструменты. Я не буду показывать там 20 сетей, которыми я, честно говоря, не пользуюсь. Да? Я покажу 1-2, которые мне, как бы инженеру с full-time работой, экономят просто массу времени. Затем мы посмотрим на тренды. Да? Я покажу, какой контент АИшка точно убьет. Ну и это, наверное, будет хорошая новость. Ну и в конце моя стратегия, да, чтобы показать, как я и как вы можем использовать свою душевность, чтобы делать то, на что АИшка, не способна в принципе. Итак, инструменты. Я сразу хочу сказать, я не AI-блогер, я не работаю с этими всеми сетями, особенно сейчас, нашумевшие, которые генерят там уйму видео, аватары, и вот это вот все. Я покажу вам ровно 2 прагматичных инженерных способа, которые я использую. И с помощью этого как бы экономлю кучу времени, да, и использую это сэкономленное время для создания чего-то более важного. Итак, инструмент номер 1 это ChatGPT или Gemini. Да, я использую Gemini. Почему-то так сложилось, можете посмотреть мои предыдущие видео. Я там все про это рассказываю. В общем, это мой, как я называю, Excel, да, то есть помните, что когда появился Excel, скорее всего помните, что когда появился Excel, то бухгалтера никуда не исчезли, да, исчезли как бы те, вот были до Excel, до бухгалтеров были такие себе счетоводы, они, кажется, назывались. Так вот они исчезли, да, те, кто в столбик на бумажечках решали. А те, кто адаптировался и бухгалтера, которые были уже на тот момент, они как были, так как бы и остались, да, Excel просто их как бы усилил, помог им высвободить вот это вот времени, да, забрал у них рутину. Поэтому АИшка для меня это вот мой Excel, да, я никогда его не прошу какие-то написать мне душевные моменты, да, вместо этого я прошу его заняться рутиной. Там говорю ему, вот моя идея, набросай мне 5 вариантов как бы названия тем, или вот принтскрины обложек конкурентов и предложи мне мои варианты, или вот тебе структура из 3 моих конкурентов, и вот мои надиктованные тексты, сценарий к видео, сделай из этого всего нормальный структурированный сценарий в буллетах. То есть вот как-то вот так. Или вот тебе видео, и мне в этом видео нравятся первые 15 секунд, сделай мне раскадровку этого видео. В общем, он буквально за несколько секунд делает то, на что у меня в нормальном режиме ушло бы, не знаю, 1,5-2 часа, наверное. В общем, он как и Excel у бухгалтера, то есть он просто мой классный помощник. Он убирает рутину. И второй АИшный инструмент, который я использую, это АИшка как бы в продакшене. То есть это все AI инструменты, которые доступны
доступны в CapCut. Это в моем случае это удаление шума и генерация автоматических субтитров. И еще для некоторых своих видео в Gemini, в VO3 я делаю биролы, да, генерирую. Я закидываю в Gemini прямо отрывок из своего сценария, прошу, чтобы он мне сделал этот промпт, и потом этот промпт закидываю в VO3, который мне уже генерирует бирол под вот этот отрывок из этого сценария. Да, то есть мы здесь опять же таки говорим, что это никакое не творчество, да, это просто технические моменты, которые АИшка очень быстро и классно решает. То есть с инструментами понятно, да, то АИшка это просто классный помощник. Это как Excel для бухгалтера, это как AutoCAD для архитектора, ну и все в таком духе. Ну и если с инструментами все понятно, то какие же тренды нас ждут? Давайте я попробую немножко помечтать и заглянуть в будущее и немножко поразмышлять на эту тему. Наверное, первое и главное, что я вижу как инженер, что AI, он не убьет авторов, он убьет безликий контент. Я на 100% уверен, что AI выгрызет все обучающие видео. Да, то есть я думаю, в будущем будет так, что как только вы вбиваете какой-то свой запрос, не знаю, как заменить карбюратор в каком-нибудь там марке, как заменить карбюратор в Мерседесе и вписываете модель. И я думаю, что придет к тому, что YouTube просто на лету будет генерировать обалденное видео на эту же тему. То есть его не было в принципе до того момента, пока вы не вписали этот запрос. И как только вы вписали, он автоматически сгенерировал видео, где 3D визуализация и какой-нибудь сгенерированный еще автор как бы показывает, как это разобрать, какие ключи нужно использовать. И это все с обалденной визуализацией и так далее. То есть невозможно на все темы заранее снять видео и такого качества, да, а YouTube просто бесплатно для себя, для своих зрителей будет генерировать эти видео. В общем, если ты с помощью AI просто передаешь сухую информацию без своей истории, без своего взгляда, то я думаю, ты просто проиграешь АИшке в скором будущем. Еще чуть-чуть, и он это будет делать намного лучше, быстрее и качественнее. Следующий тренд, который, я думаю, наверняка появится, это гиперперсонализация контента. Да, то есть раньше не было возможности обрабатывать столько данных, а в будущем я думаю, что какая-нибудь платформа а-ля Netflix будет настолько хорошо о вас все знать, что она для вас просто будет подбирать и генерировать автоматически контент только для вас. Не знаю, вы заходите, например, на эту платформу и вписываете «хочу фантастический фильм с элементами романтики и с Анджелиной Джоли в главной роли». И он тут же сгенерирует под вас этот фильм только для вас, на основании ваших вкусов и предпочтений и всего того, что вы как бы позволили сети о вас знать, да, и там будет, например, мебель какая-то, которая вам наверняка понравится, там будут автомобили, которые вам нравятся и так далее, да, то есть сгенерируется контент, четко персонализированный под вас, а в нем, возможно, даже будет реклама, которую вы не видите, но она будет персонализирована под вас, да, то есть там будут, не знаю, бренды одежды или марки автомобилей, ну и так далее. И это как бы не значит, что аишный контент пропадет совсем, да, я думаю, что появится огромный, как бы широкий спектр настроек, где, ну, как сейчас, не знаю, там 18+, не показывать. И я думаю, что в будущем, не знаю, например, я могу себе отметить, что я хочу, что я не против видеть, не знаю, аишкой сгенерированных собак, но против видеть, например, аишкой сгенерированных котов. Да, понимаете, к чему я. То есть, например, я могу себе нажать хорошо, обучающие видео я не против смотреть полностью сгенерированные, а, например, не знаю, как человек учит английский язык, и я хотел бы услышать от реального настоящего человека. И вот я думаю, просто появится вот такой огромный пакет настроек, ваши как бы персонализированные данные, которые вы как бы передаете платформе, и она будет как бы уже исходя из этого показывать вам контент. И вот постепенно мы подошли к самому главному, к моей стратегии. То есть, если у вас появился вопрос, так если AI такой умный и крутой и быстрый, то как нам с ним конкурировать? Я отвечу вам просто. Нам нужно делать то, на что AI не способен в принципе. Мне недавно попалось как бы несколько видео подряд, где генерируют сейчас такие видео, что они очень как бы близки к реальности, да, что начинаешь даже сомневаться, это реальность или это сгенерированное видео, да, но потом появляется надпись там Sora и как бы все становится понятно. Так вот, на этом видео было, как
Кошка вроде как ставят ей воздушный шар, возле нее он лопается, и она подпрыгивает, прыгает на телевизор, разбивает телевизор, убегает. В общем, хаос, непонятки. Так вот, в этой ситуации я поймал себя на мысли, что как только я понял, что это сгенерированное видео, то у меня появилось чувство любопытства. Я такой, вау, как круто сгенерировали, да? Понимаете, мне абсолютно не жалко кошку. Мне не жалко хозяина этой кошки, да, которая разбила телевизор ему. То есть никаких вот этих ощущений не появляется. То есть появляется вау-эффект, но какое-то сочувствие и сопереживание этой кошки этому хозяину, их нет. Так вот, моя стратегия это не соревноваться с АИшкой в вау-эффекте, а моя стратегия это моя душевность. Люди приходят на YouTube за людьми, за парасоциальными отношениями. То есть в каких-то глобальных и серьезных вопросах можете ли вы доверять АИшке? Ну это то же самое, что лечить болезни, вписывая название болезни в Google. А вот доверять ли человеку, который, например, 10 лет делится своим опытом, это уже как бы совсем другое дело. Еще такой момент, что АИшка, она не может по-настоящему меняться, да, то есть эта кошка, она конечно, может в этом ролике завтра научиться разговаривать, да, но это не будет по-настоящему, да, это просто будет сгенерированное видео. А вы видите, как, например, я, да, прохожу свой реальный путь, да, как я меняюсь, как я борюсь со своими страхами, с нехваткой времени, и вы сопереживаете мне, потому что у меня, как бы, в отличие от этой кошки, у меня реальные ставки и реальные риски. Я рискую, и это по-настоящему. Так что давайте подведем итог, и вот вам моя стратегия инженера. AI-инструменты – это мой Excel. Я использую их, чтобы экономить время для главного. Относительно трендов – это гиперперсонализация и смерть безликих каналов. И я думаю, это прекрасно, ведь на этом фоне живые каналы станут еще ценнее. А моя стратегия – это моя душевность, мой настоящий, мой реальный путь, который AI никогда не сможет подделать. Поэтому не бойтесь AI, используйте его как инженер, с холодной головой. Используйте его, чтобы высвободить время для своей душевности, своей человечности. Поэтому, если вам откликается такой подход и вам интересно следить за моим путем, тогда подписывайтесь на канал. И в конце, как всегда, цените себя и цените свой опыт. Пока. Это супер гиперболи. Сейчас, подожди минуту. Одну минуту.